уличная еда. Маскируется вот в такие палатки. Вы заходите здесь, берете такой стаканчик, наливаете себе бульон для таких вот юйбин. 鱼饼。你别看它这个汤，这个颜色，但是它很好喝。辣椒酱，这个，然后，它这个辣椒酱非常好吃，是阿姨自己自做的，不是她买的。 Я тоже себе возьму такую палочку. То есть, как изначально, вы приходите сюда, берете палочки, едите, а потом расплачиваетесь. На улице сейчас где-то плюс 3 градуса. Я, в общем, буду сейчас пробовать эту штуку. Забыл, как называется. Юйбин по-китайски, а по-корейски не помню. А, это горячо? 要一点辣椒酱吗？一口来一点辣椒酱， Ой, 尝一下， говорит, на тебе немножко острого тоже. 真的很好吃。 Каждый человек берет вот эти вот 3 палочки такие. Валентина уже 2 палочки съела, я только 2-ю палочку взял. А это что еще взяла? 这个叫做豆锅切，它就是年糕，然后炸一下，然后刷一下它的蜜汁酱料，非常好吃。 Ой, 我每次在这里吃完鱼饼之后，都会来一个这个结束。тофу? 年糕。 Окей. А ну бульончик вот этот зачетный, топ. В такую зимнюю погоду такой бульончик прям очень приятно выпить. Сегодня солнечная погода, но при этом холодно. А мы планируем сейчас отправиться в старый город. Я надеюсь, мы туда приедем до захода солнца. То мы, как обычно, выходим только в 2-3 часа дня из дома. Остановка метро называется Ангук, выход номер 2. Отсюда нам нужно идти прямо, пока мы не упремся в деревню. Здесь можно взять в аренду национальные костюмы, такие корейские. Можно зайти в старый город, если одеть такую национальную одежду бесплатно. Но если вы хотите в своей одежде туда зайти, вам нужно купить билет. И вот мы видим первых жертв этой акции. То есть вот эта девушка одела национальный костюм для того, чтобы бесплатно зайти в старый город. В солнечных лучах крыши этих старых зданий выглядят, конечно, очень красиво. Очень красивая. Что это такое? Мы дошли, в принципе, до указателей, которые нам говорят, что нам нужно вот сюда. Ой-ё. А вот еще одни в нарядах и куртках сверху. Стоит такой мужчина. Обозначает, что здесь нужно соблюдать тишину. И вообще зона посещения здесь открыта только с 10 утра до 5 вечера. В большинство из этих домов до сих пор живут люди. Поэтому здесь просят не шуметь, не мусорить. Это считает, что мы находимся возле домов у людей. Посмотрите, какой здесь крутой спуск. 非常。 А там сразу же крутой подъем. 其实韩国大部分的房子都是这种山上，他们没有平地，所以他们只能在山上建房子，所以那个坡都是这样子。 То есть все такие спуски здесь. Спуски, подъемы, спуски, подъемы. Вот вам старый город. На многих крышах уже лежит снег. В сочетании с солнечными лучами заката это выглядит действительно очень красиво.
А отсюда виднеется Сеул Тауэр. Вон там вот ее вершина. Очень красиво. Сочетание старых крыш домов и современного небоскреба. Обожаю, мое самое любимое время для съемок — это на закате. Солнечные лучи всегда создают такую теплую картинку, неимоверно красиво. Да? Да. Да. Пойдем быстрее. Там уже ребята стоят и говорят, что нельзя зайти в эти хутонги. Здесь все закрылось. Тоже пришел вот такой шериф и сказал: все, туда, в тот район уже пройти нельзя. 5 часов вечера, все закрылось. Последние туристы проходят и уходят. Так, наша самая любимая рубрика в Корее — это покушать вкусно и дорого. Нам принесли нашу еду, посмотрите, как это все выглядит. Очень колоритно, красиво. Маленькие пиалочки, маленькие тарелочки. Вот это вся такая традиционная корейская посуда. В общем, нужно из этого казана железного выложить все в тарелку, а сюда залить воду, кипяток и накрыть это крышкой. Потом, чтобы выпить. Я не знаю, для чего это вообще. Просто едим. 非常酥的茄子虾， Молодец. 你知道它非常黄。 Кто китаянка? Я или ты? Палочками не умеет пользоваться. Уронила 3 раза. 重新沾了姜，好尝。 Вот такой ресторанчик, где мы только что очень вкусно покушали. Вкусно. 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 Тебе было вкусно? Тебе было вкусно. Наелась? Наелась. Ты наелась? Я наелась. Очень я наелась. Очень. Всегда парит? А я практически ни дня мы не можем прожить без того, чтобы не зайти в такую будочку и не пофотографировать. Заходите в такую будочку, здесь столик, раз, вещи скинули, одежду 2 скинули. Там запускаете автомат и начинаете выбирать, какого размера, какого цвета, какого, в общем, формата вы хотите фотки. Себя решили сами. 这个 Себя.觉得好吗？ Сфоткались, выбрали, какие фотографии нам нравятся. Этот автомат их распечатает. Вот так. Красивые. Вау. Погуляли по старому городу, покушали, пофоткались. И что? И пойдем в магазин Sony, который тоже мы, наверное, не успеем прийти, который будет закрытый в 4-й раз. Или в 5-й. Мы наконец-то пришли к магазину Sony в Корее. 这个 Но 不 это 是 даже не целый магазин, это просто какой-то один маленький лоточек посреди маркета. Sony 5-я я не вижу. 这个不是你的吗？ Года. Корейский язык только на камерах Sony в Корее. Есть китайский, корейский. Английского языка в Корее в камерах Sony нет.
Вот и все. Я 4 дня ходил, искал магазин Sony, чтобы узнать, есть ли в меню английский язык. Его там нет. Сегодня Сеул Тавер светится зеленым цветом. Это значит, что качество воздуха в городе стало немного хуже. Это умеренное качество воздуха. Когда мы туда поднимались, она светилась синим. Значит, качество воздуха было хорошее. Сейчас же есть небольшое загрязнение. Мы сейчас идем прямо под экраном. Одно из самых знаменитых мест в Корее тоже. С той стороны дороги даже есть специальная выделенная зона для того, чтобы люди стояли и снимали этот большой экран. С этой стороны вот он. Миндонлу преследует нас здесь. Как будто это, да, самое такое место популярное, куда приходят все люди, чтобы погулять, скупиться, что-то посмотреть. В субботу-воскресенье здесь неимоверно много людей. Мы просто встряли и не можем даже ни шагу ступить. 네, 사장님. 네, 고맙습니다. Какую-то штуку вкусную. 章鱼小丸子。 Шарики с осьминогом. Это у нас уличный перекус. Осьминоги в тесте. Немного острые. Здесь, по-моему, все острое в Корее. 几千？几千是多少？35。 이거 슬래피 어디? 아, 네, 감사합니다. Крутое место с очками. Вот это интересный магазин с очками. Ну и что, купили мы очки мне. Долго выбирали, но наконец-то выбрали подарок. Валентин сделала на память из Кореи. Купили эти очки прям на самой Миндун-стрит. А теперь уезжаем точно домой. Конечно, со временем я даже стал привыкать к этому странному запутанному метро. Как неудивительно. Но у меня есть всегда проводник с собой. Если бы я здесь был бы сам, я бы точно стоял бы, тупил бы, смотрел все карты, все направления, все маршруты. В общем, метро здесь очень запутанное. Посмотрите, сколько здесь остановок. Это только наша ветка. Мы находимся здесь, вот сюда. Видите, сколько остановок. Вот это сумасшедшая карта метро Сеула. Я бы даже не назвал это метро. Это что-то смежное между электричками и метро. Потому что вагоны внутри очень большие для большого количества пассажиров. Но что действительно удобно в этом метро, то что сейчас без 5:12 и мы еще вышли с станции. То есть метро еще не закрыто. Вот примерно в 12 часов здесь закрывается метро. Потому что есть разные ветки. Далеко от города, от центра города ехать 1,5 часа где-то. Пока этому дому. А на следующий день я собрал свои вещи и полетел обратно в Китай. В мой любимый город Ханчжоу. Но это уже совсем другая история. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео про жизнь в Китае и не только. Чай, вон закат, Ханчжоу. Что еще надо?